Привет! Мы в древнем городе Гезер, городе, построенном царем Соломоном. Самое примечательное в этом городе – ворота. Врата Соломона были раскопаны в 3 иудейских городах – Хацоре, Мегидо и Гезере. Городах, упомянутых в 3 книге Царств, как часть программы строительства царя Соломона. Вообще, история города Гезер или Гизер, я не очень уверена в правильности ударения. Так вот, история этого города удивительна и восходит к ханаанскому периоду. Город был последним оплотом хананеев. Когда евреи во главе с Иисусом Навином вторглись в Ханаан, Гезер оказался в числе немногих городов, который успешно отбил натиск израильтян и сохранил свою независимость. Столь же мужественно жители Гезера сражались с пытавшимися захватить его филистимлянами. И только египетский фараон смог захватить этот неприступный город, сжег его и истребил всех его жителей, последних представителей коренного населения Ханаана. Таким образом, владыка Египта ясно показал, что он намерен подчинить себе и Израильское царство, на троне которого сидел тогда молодой царь Соломон. Гезер был, по сути дела, последней преградой на пути египетской армии в Иерусалим. Разумеется, Соломон мог принять брошенный вызов, собрать армию и противостоять агрессору. Но он, неожиданно для всех, избрал совершенно иной путь. Не побоявшись, что и свои, и враги воспримут это как проявление слабости, Соломон отправился на переговоры с фараоном. Итоги этих переговоров оказались поразительны. Фараон отдал Соломону в жены свою дочь и руины Гезера в приданное, что открывало перед евреями огромные возможности в качестве торговых посредников между Египтом и Азией. Выходило, что если бы Соломон выбрал путь войны, то даже в случае победы Египет остался бы врагом, и войны с ним повторялись бы еще не раз. А так Соломон получил могущественного союзника и немалые экономические выгоды. Заключив союз с фараоном, Соломон совершил самую настоящую революцию во внешней торговле на Ближнем Востоке. Египтяне получили право на беспошлинный экспорт и импорт товаров из Израильского царства. Взамен Соломон получил монополию на импорт из Египта знаменитых египетских колесниц и продавал их сирийцам и хеттам, то есть на территории современной Сирии и Турции. А у хеттов покупал лошадей и продавал египтянам. Основными экспортными товарами из Израильского царства были мед, оливковое масло и вино. Так вот, получив в приданое руины Гезера, Соломон отстраивает здесь город. В 3 книге Царств описана программа строительства царя Соломона. Это было построить дом Господа, его дворец, Мило, и стену Иерусалимскую, и Хацора, Мегида и Гезера. И действительно, в 3 иудейских городах Хацоре, Мегидо и Гезере были раскопаны врата Соломона. Врата в те времена были не просто входом и выходом, они были центром политической и экономической жизни. Основная часть общественной жизни была сосредоточена в комплексе городских ворот. Существует такой термин, как пространство ворот, то есть площадь перед воротами, за воротами и внутри самих ворот. Наибольший интерес представляет внутреннее пространство ворот. Непосредственный проход, разумеется, был по центру. На полу прохода был дренажный канал для дождевой воды, покрытый брусчаткой. А справа и слева от прохода находились помещения с вытесанными из камня скамьями. Это пространство никогда не пустовало. Здесь собиралась селита города.
В ветхозаветных городах сидеть у ворот означало иметь высокий статус и уважение. В воротах оглашались указы, вершился суд, заключались договоры и сделки. Ну и главным значением ворот, конечно, была оборона города. Начиная с эпохи иудейских царей, защита города была в приоритете правительств. Город, возглавляемый царем, становился городом-государством. Потеря города означала потерю власти. По обе стороны от внешнего проема ворот были башни, которые продолжались в городскую стену. Ну, что еще интересного мы можем здесь найти? Ну, во-первых, мы знаем, что этот город был построен хананеями примерно в IV веке до нашей эры. И город был хорошо укреплен, о чем свидетельствуют вот эти ворота ханаанского периода. Но что меня поразило, так это то, что эти ворота подвергались реставрации 2 раза. О первой реставрации говорит вот эта линия. И реставрация была довольно успешной, так как сохранила аутентичность этой постройки. Вторая реставрация, похоже, еще не закончена. И это, конечно, шок. Вообще, конечно, самое ужасное, что археологи могли сделать, это настроить вот этот новодел. Рядом с ханаанскими воротами огромный колодец. Чтобы добраться до воды, нужно спуститься на 40 метров под землю. Мы спускаемся комфортно вот по такой металлической конструкции, а вот хананеи, а впоследствии и израильтяне, довольствовались вот такими каменными ступеньками. Уникальный артефакт времен Соломона. Вот эта табличка, написанная на древнем иврите, так называемый календарь Гезера. Здесь описаны основные сельскохозяйственные работы по месяцам. Это копия. Оригинал хранится в археологическом музее Стамбула. Ну и самое таинственное и загадочное место всего города – храм камней. У каждого древнего города должен быть культовый центр. Всем пока! Увидимся в следующем видео. С меня новое интересное видео, с вас подписка, лайк и коммент.